привет! Привет, привет, да. Как дела у вас? Прекрасно, как у вас там? У нас тоже все хорошо. Так, Вот, ну, за исключением всяких новостей интересных, тут у нас все обсуждают, вот, и об этом я и как раз хотела поговорить. У нас как раз сейчас предстоит, так сказать, Брексит, вот, все обсуждают это событие. Уже формализация документа, сделка по выходе Британии из ЕС. Вот. И так как это такое очень, можно сказать, веха большая историческая, вот, я хотела с вами поговорить о том, вот, что вы вообще в целом думаете о вообще европейском проекте, о Евросоюзе, такая философская немного беседа. Ваше мнение об этом проекте, и я очень много слышу сравнений в последнее время, очень часто сравнений Евросоюза с СССР. Вот. И мне очень интересно, что вы об этом думаете тоже, об этих сравнениях. сравнение глупейшее. Его мы даже не будем обсуждать, просто не будем обсуждать за его глупость и мелкотравчатость. Я, конечно, поймите, да, мое мнение здесь мало что стоит, я ему мало придаю значения, потому что есть события, которые практически невозможно трезво и правильно оценить, находясь вот на таком расстоянии от них, находясь абсолютно вблизи и видя, никто сейчас не может обозреть общую картину и дать объективный вывод о том, что это на самом деле такое. Конечно, это в принципе мне очень близко, потому что всякая отмена границ, всякая отмена различий, всякая глобализация необыкновенно близка, просто потому что это единственный шанс у этих бедных хомо каким-нибудь образом уцелеть и не убить друг друга. Два есть пути: либо копаться обратно в пещеры и в грунт, нарабатывая национальные, религиозные, этнографические, лингвистические, пограничные и прочие различия. А мы знаем, что эти различия всегда детонируют войны, ненависть, разобщение языков, разрыв столь важный, вот такой вот межчеловеческий разрыв, столь губительный для науки. То есть я всегда за глобализм, я всегда за лишение этих так называемых наций их индивидуальности. Она мне не представляется более чем-нибудь ценным и важным. Она уже сыграла свою роль и вполне может быть забыта и отторгнута на данном этапе. Поэтому, конечно же, уход Британии, Великой Британии из этого союза представляется мне бесконечно болезненным, обидным. И еще болезненнее и обиднее то, что он продиктован действительно реальными интересами Британии и ей необходим. И это тоже все понятно. Он, к сожалению, здравый, трезвый. Он, как ни странно, очень разумный, потому что Британия великолепно себя чувствовала в мире и великолепно существовала, потому что умела не иметь ни перед кем никаких обязательств. По сути дела, вся история Британии – это история государства, которое умело плевать на весь мир и делать только то, что нужно ей самой, никогда не принося в жертву, за исключением редких случаев Второй мировой войны, и еще пара эпизодов в истории, никогда не делать того, что не нужно лично ей. Поэтому и всегда ее политика, в общем, в этом смысле глубоко эгоистическая, очень снобистская, очень рассудочная, ее никогда не подводила. Она ее вывела все равно на те вершины цивилизации, которые, например, позволили создать Бентли и еще несколько английских штучек, которые являются подлинным украшением цивилизации. Поэтому Британия, увы, права, но от ее правоты боль того, что она уходит из
этой всей глобалистской великолепной затеи, она не меньше. Но вы все равно считаете, что все-таки Британия справится и самостоятельно в, так сказать, своем независимом плавании, потому что на самом деле многие говорят о том, что это как раз в современном мире уже, да, раньше, когда она там питалась своими колониями, когда она была такой большой силой в мире, это как бы ее самостоятельность, она была оправданной. А сейчас в современном мире, когда, многое очень зависит от связей между странами, да, экономических, научных, сейчас это, наоборот, может по ней как-то ударить. Вполне может быть, мы тогда это увидим. Я понимаю, что все на свете мы делаем почти в первый раз, особенно в 21 веке. И, увы, найти какой-то ответ мы можем только в результате эксперимента. Здесь вполне возможен и трагический исход, и печальный исход, и чисто английский исход, при котором, оставаясь абсолютно эгоисткой, Англия выиграет во многом и снова начнет диктовать уже Евросоюзу свою волю. Во многом она действительно творец цивилизации в понятном смысле этого слова. Ее цивилизация сотворила Америку, ее цивилизация долго и успешно влияла на все развитие человечества, я имею в виду на основное принципиальное, на науку. Поэтому у нее есть шанс, замкнувшись в своем эгоизме, победить, есть шанс проиграть существенно. Мы не сможем сейчас, что бы мы ни говорили, мы не сможем дать объективную оценку. Это в любом случае будет спекуляция. Нам нужно посмотреть на результат. А как вы считаете, вот теперь уже переходя как бы уже к разговору о Европе, да, потому что сейчас многие говорят, что вот этот вот выход Британии, он как раз-то поспособствует тому, что Европа начнет еще больше сплачиваться. Вот насколько вы думаете, вообще реально такое превращение Европы, Евросоюза в некие Соединенные Штаты Америки, то есть в некую такую почти страну, почти государство единое? Это было бы превосходно. Это было бы превосходно еще, если бы этот Евросоюз вобрал бы в себя Россию. Если бы Россия... Это единственный шанс для России уцелеть в современном мире. Единственный шанс развиваться, единственный шанс не остаться за бортом цивилизационных процессов, потому что никакой своей цивилизации, никакой своей самобытности, никаких своих собственных, личных, незаимствованных потенциалов у России нет. Все потенциалы, и она великолепно их обыгрывает порой, да, все потенциалы у России заимствованные, европейские, английские, американские. Все, что у нее есть своего, давно отправлено на свалку истории, было брошено это еще как хлам при переезде из 17 в 18 век, было похерено и забыто. То есть у России другого шанса, кроме как вхождения в Евросоюз, на любых условиях вообще нету. Понятно, что хотелось бы войти в тот Евросоюз, где присутствует Великобритания. Это придает этому союзу особый статус, особый вкус и особую стилистику, великолепную, надо сказать. Но пока вряд ли это возможно, потому что все действия России иррациональны, ее идеология паранормальна и основана на психозах каких-то антисанитарных старичков 16-18 века, психически нездоровых. Все, что исповедует сегодняшнее руководство России, по причине своего глубочайшего невежества просто, потому что они действительно все повально гуманитарии, они не понимают причинно-следственных связей этого мира и не могут этого понимать, потому что лишенный важных знаний о том, что представляет собой Вселенная, мир, происхождение жизни, происхождение видов, лишенная набора минимальных биологических, физических, химических познаний, любая публика, конечно, будет легкой добычей для
иррационалистов, мистиков, полудурков, фанатиков. Это неизбежно, потому что мы понимаем, что все равно политики и в политике попадают люди только очень низкого интеллектуального уровня. В принципе, да, потому что для подлинного интеллектуала не может быть увлекательной и не может быть хоть сколько бы то ни было соблазнительной задача ездить и охмурять отупелых старушек на участках или фальшиво обещать, лгать, обещать и заниматься, в общем, такой весьма паскудной актерской и псевдоактерской работой. То есть мы понимаем, что политик не может быть интеллектуалом, но политик может обзавестись тем набором советников, которые ему прокладывают путь через его же собственную пучину, через его болото невежества и более-менее правильно ориентироваться в жизни, как это делают политики Запада. В России такого нет, поэтому, увы, в ней торжествует иррационализм, и думать о том, что она в этом по крайней мере, десятилетии или в этом 20-летии приобретет какой-то новый виток, получит новый виток своей истории, новой судьбы, не приходится. А вот вы согласны с тем, что вот все-таки для того, чтобы вот появилось некое стремление двигаться вместе с Европой по одному пути, нужно преодолеть все-таки Россию, потому что сейчас вот когда говорится про Британию, очень много говорится о неких таких фантомных болях империи, да, о неком таком имперском, остатках имперского сознания, да, которое очень много сыграло вот в этом Брексите, да, это были многие другие факторы, но это тоже было очень важно. Вот вы согласны с тем, что Россия, она все-таки должна вот это преодолеть в себе каким-то образом? Вы знаете, здесь все, как всегда, зависит от дозы, потому что мы знаем массу примеров, когда, например, яды, змеиные яды, которые являются модификацией слюны, которые являются тем же самым белковым концентратом, они основываются, их действия, их смертоносное действие основывается на вполне разумных целебных свойствах, которые использует организм. Потому что вот яд некоторых гадюк, он использует тот фермент, которому мы обязаны свертыванием крови. Говорить про то, как свертывание крови важно и необходимо, я думаю, не приходится, потому что иначе мы все бы погибали от самых ничтожных царапин. Но одно дело фермент, который работает в очень локальном жанре, когда он производит свертывание крови, и другое дело тот же самый фермент, когда он начинает работать уже в артериях и венах, и свертывает кровь в артериях и венах, что приводит к гибели организма. Вот английский империализм, останки английского империализма, это как раз тот фермент, который почему-то работает на благо. А в России этот империализм свертывает кровь в венах и в артериях, приводя к гибели и нежизнеспособности всего организма. Вопрос в дозах. А это дело как бы и идеологии, и коррупции, как ни странно, потому что чем коррумпированнее и тупее власть, тем меньше она имеет контроля над идеологией, тем с большей охотой она выбирает ту идеологию, которая ей самой обеспечивает выживание и степени свободы. Да? Мы ведь прекрасно понимаем, что все законы, которые были написаны, приняты в сегодняшней Российской Федерации, ни в малейшей степени не являются законами. Это всего-навсего правила, которые элита прописывает для того, чтобы уцелеть и сохраниться. Там нет ничего того в этих законах, что обычно порождает законы. Нет никакого общественного блага, нет намека на справедливость, нет намека на решение с помощью закона тех или иных вопросов. Есть только придумывание удобных правил для самой себя, для того, чтобы продолжать свое комфортное существование. И они это придумывают, плодят и городят, поэтому они высасывают эти
бесконечные деньги из этих бедных русских, поэтому они придумывают все более бессмысленные репрессивные ситуации и нормативы. То есть они этими наборчиками законов, они охраняют себя. В этом смысле гораздо лучше было бы иметь какое-нибудь прецедентное право, а не право сиюминутное, штамповочное и обслуживающее. Но, то есть мы понимаем, что, в общем, пока у России нет никаких надежд цивилизоваться, хотя ее отравляет, по идее, тот же самый яд, который есть и в британской крови. Но в британской крови он работает во благо. Ну вот если мы просто сравним Бентли и Жигули, да, мы получим абсолютно четкое представление о том, что является собой одна страна и другая страна. Никаких других показателей не надо. Ну вот интересно, я еще в связи с Европой хотела спросить вот мнение. Раньше высказывалась идея о неком создании европейской армии единой, но эта идея казалась такой очень отдаленной, прям мечтой. Вот. И в последнее время, вот буквально вот недавно, и президент Франции, и канцлер Германии, они высказали это уже как какую-то уже такую цель, к которой нужно двигаться. Вот. Ну и в связи с тем, что Америка тоже неким образом отдалилась от Европы. Вот как вы вообще считаете, как вы относитесь к этой идее вообще? Единой европейской армии? Мне все это нравится, потому что это опять-таки приводит к стиранию границ, к стиранию торжества любых национальных идиотских представлений, потому что для меня любые национальные представления являются идиотскими. Они были хороши когда-то, они обеспечивали некую разность культур и потом позволили из этой разности культур создать те симбиозы, которые обеспечили нормальное цивилизационное сияние Европы. Да? Но на данный момент это действительно все в едином котле, это все уже пройдено, и теперь единая европейская армия – это абсолютная потребность, насущная потребность. И не против России, потому что Россия может сколь угодно долго трясти кулачками, но мы же прекрасно понимаем, что у этого гиганта, у этого огромного монстра кулачочечки-то вот такие вот в реальности. У России абсолютно отсутствует какая бы то ни была потенция воевать и мотивация воевать. Никто в России сейчас за дачи олигархов, за яхты, за право кого-то торговать нефтью и за собственную нищету умирать уже не станет. То есть, может быть, русская военная машина способна проработать сутки просто за счет своей огромности и за счет того, что какие-то коленвалы, какие-то передачи, анкера в этом механизме еще сохранились неразрушенными. Но это будет чисто механическое, бессмысленное, направленное в никуда движение кунгов, уазов, ракет, дураков в лампасах, бедных обстриженных мальчишек, которые первый раз держат автомат, напыщенных дурачков-контрактников в модных очках от Зайцева. Но все это не является армией, это не является боеспособной силой. Поэтому пугаться здесь России не надо, но надо помнить, что у цивилизации всегда достаточно врагов. Мы не можем сейчас озвучивать их имена и не можем озвучивать их особенности, но мы все прекрасно понимаем, о ком идет речь. И не исключено, что действительно эти враги когда-нибудь решатся посягнуть на европейскую цивилизацию. Тогда ответом им должна быть европейская армия. Ну, единственное, что как бы такой минус-момент, да, что вот это получается как некая альтернатива НАТО, да, как некое отдаление от Америки. Да. Ну, я думаю, что Америка, увидев успешность этого проекта, потому что он должен быть таким же успешным примерно как евро. Он удобен, он коммуницирует, сплачивает, спаивает, лишает массы проблем, которые есть у разрозненных там голландских, швейцарских, французских, итальянских армий, когда они вроде бы действуют заодно, но при этом разобщены. Мы эти проблемы наблюдали во время Второй мировой войны, когда
увы, разность командований, разность языков, калибров приводила к трагедиям. Вот сейчас я подозреваю, что идея единой европейской армии феноменально разумна. А Америка нет, Америка, она, смотрите, она же как бы пока просто замерла в такой позе, типа того, ну вот вы, ребятка, создавайте акционерное общество, мы посмотрим, как оно будет работать, и если оно будет эффективно, мы немедленно впишемся. И вот последнее я вас хотела спросить, потому что очень интересно, мы с вами говорили уже о патриотизме как понятии. Очень интересное определение предложил президент Франции, определение патриотизма, что патриотизм – это полная противоположность национализму. Вот так вот он сказал. Национализм – это предательство патриотизма. Вот как вы относитесь к такому интересному прочтению вообще понятия патриотизма? Дурной каламбур. Дурной каламбур. Макрон, в общем, он милый парень, у него симпатичная жена и хорошая форма носа, но я не думаю, что там есть еще какие-то достоинства серьезные. Дело в том, что патриотизм и национализм – это два названия одного и того же явления. Просто патриотизм – это тот же самый национализм, поставленный на службу машине государства, а национализм – это тот же самый патриотизм, но более увлеченный этнографической стороной вопроса. Делать какие бы то ни было разницы между этими двумя понятиями абсолютно невозможно. И неважно, мы прекрасно помним, что был советский национализм, да? И когда мы вспоминаем гитлеровскую Германию, мы понимаем, что далеко не все были швабскими немцами. И чистота арийской крови была ведь, как мы понимаем, пунктиком только в первые годы. Потом эта идея ушла, они сообразили, до какой степени разнородна, разноэтносна даже Германия. Если мы берем все виды немцев, все виды австрийцев и все виды тех людей, которые так или иначе были тоже склеены в этот гитлеровский альянс, включая, кстати говоря, и румын, и итальянцев, и японцев, всех остальных. То есть Макрон здесь элементарно неграмотен, но это не отменяет его обаяние. Ну, возможно, это было просто кивком части электората, которым дорого очень понятие патриотизм. Да, но это их понятие, они его изобрели, они эту заразу оформили в слово. Они сделали все, чтобы оно расползлось по миру. Когда-то оно появилось как очень романтическое и красивое, но вот свои макамбрические формы, свою гадостность, грязь и полную иррациональность оно приобрело уже в таком российском исполнении, позже в германском исполнении, в исполнении всех диктаторствующих или в той или иной степени деспотичных режимов. Потому что ведь патриотизм – это действительно умение заставить граждан сдохнуть за то, за что они, в общем, дохнуть не обязаны. Ну, понятно. Вот на такой вот ноте, да. Вот, закончим тогда. Все, спасибо. Хорошо, большое. ладненько. Счастливо вам, Да, пока. Да, счастливо. Все, пока. пока. Фу, курим, ругаемся матом.